В 1926 году один человек решил, сколько времени вы должны спать. Он не был врачом, он не был ученым, он продавал автомобили. Его звали Генри Форд, и график, который он придумал для рабочих своих заводов, стал графиком для всего человечества. 8 часов работы, 8 часов отдыха, 8 часов сна. Это выглядело научно, это казалось справедливым. Но была одна проблема. Ни один биолог не участвовал в этом решении, ни один исследователь сна не одобрял его. Форд выбрал именно это число потому, что оно идеально подходило для его производственного процесса. И всего за одно поколение весь индустриальный мир принял этот график как биологическую истину. Но вот что на самом деле говорит наука. Сон — это не единый непрерывный блок. Он никогда таким не был. На протяжении большей части человеческой истории люди спали в две отдельные фазы. Они засыпали на закате, естественным образом просыпались около полуночи, бодрствовали 1-2 часа, а затем снова засыпали до рассвета. Историк Роджер Экерх потратил 16 лет на изучение исторических источников. Он обнаружил более 500 упоминаний такого режима сна в молитвенниках XV века, судебных записях, личных дневниках и медицинских трактатах. Даже в «Одиссее» Гомера есть упоминание об этом. У древних греков существовало отдельное слово для первого сна. Это считалось совершенно нормальным. Но дальше начинается самое интересное. В 1992 году психиатр Томас Вер из Национального института психического здоровья США провел эксперимент. Он взял группу добровольцев и полностью исключил из их жизни искусственное освещение. 14 часов темноты каждую ночь. Целый месяц. Никто не говорил участникам, как им следует спать. Никто не предлагал им какой-либо режим. Через несколько недель каждый участник самопроизвольно разделил свой сон на две части. 4 часа сна, затем 1-3 часа бодрствования. После этого еще 4 часа сна. И во время этого периода бодрствования Вер измерял уровень гормонов и обнаружил нечто удивительное. Мозг участников буквально был насыщен пролактином, тем самым гормоном, который выделяется во время медитации и глубокого расслабления. Люди описывали свое состояние как спокойное, созерцательное, почти вне времени. Так что же уничтожило его? То же самое, что вдохновило Форда. Индустриальному капитализму нужны были рабочие с фиксированным графиком. Тело человека должно было подстроиться под машину, а не наоборот. Форд ввел 8-часовой рабочий день в 1914 году. Не из великодушия. Он сделал это потому, что уставшие рабочие совершают ошибки. Ему нужен был стабильный результат, а не отдохнувшие люди. Затем появилась индустрия снотворных препаратов. В 1950 году американцы практически не тратили деньги на лекарства для сна. К 2020 году мировой рынок сна оценивался более чем в $80 миллиардов. Вся эта индустрия была построена на одном предположении. Просыпаться ночью — это расстройство. Это нужно лечить. Но что, если пробуждение в 2 часа ночи — это не сбой организма? Что, если ваше тело делает именно то, для чего его запрограммировали 300 тысяч лет эволюции? Вот что показывают исследования людей, которые принимают свой естественный двухфазный сон вместо того, чтобы бороться с ним. Нейробиолог Мэтью Уокер из Калифорнийского университета в Беркли называет непрерывный 8-часовой сон одним из самых малоизученных предположений современной медицины. Мы создали целую медицинскую категорию — бессонницу вокруг модели сна, которая существует лишь потому, что когда-то прозвучал заводской гудок. Есть одна деталь, о которой почти никто не знает. До промышленной революции промежуток между первым и вторым сном имел собственное название. Люди называли его стражей или ночным дозором, The Watch. Считалось, что это лучшее время для молитвы, размышлений, письма и принятия важных решений. В медицинском руководстве XVI века пациентам советовали использовать это время, потому что именно тогда разум наиболее ясен. Именно тогда рождаются самые глубокие мысли. Мы полностью уничтожили это состояние и заменили его диагнозом. А теперь подумайте о том, чему вас учили всю жизнь. 8 часов, без перерывов, каждую ночь. И если происходит иначе, значит, с вами что-то не так. Но это правило пришло не от врачей. Оно пришло с автомобильного завода в Мичигане и поддерживается индустрией, которая зарабатывает десятки миллиардов долларов, убеждая вас в том, что ночные пробуждения означают, будто вы сломаны. Но вы не сломаны. Ваш организм работает на программе, которой 300 тысяч лет, а живете вы по расписанию, которому всего около 110 лет. Поэтому в следующий раз, когда вы проснетесь в 2 часа ночи и будете лежать в темноте, не хватайтесь за телефон, не паникуйте, просто полежите немного. Ваши предки называли это время ночным дозором. Они использовали его, чтобы размышлять о своей жизни, своих мечтах и о мире, который встретит их утром. Вы не потеряли сон. Возможно, вы наконец-то нашли его.